Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на очередной лекции канала «Жизнь после жизни есть, я знаю». Сегодня мы поговорим об одном из самых часто задаваемых вами вопросов, касающегося поиска смыслов земного отрезка нашего вечного существования и наличия в нем справедливости. Многие из нас, особенно те, кто проживает на Земле более или менее долгое время, обратили внимание на странную закономерность. Злые, жестокие и беспринципные люди, преступники и негодяи, как будто живут значительно дольше, чем добрые, хорошие и великодушные, носители добра, неравнодушия и любви. Когда кто-то умирает, мы часто слышим полный отчаяния вопрос его родных и любимых: почему Господь забирает лучших? Мои собственные наблюдения не стали исключением из этого правила. Действительно, возникает такое ощущение, что хорошие люди уходят из жизни раньше, чем плохие. И чем дольше живешь, тем это ощущение становится более стойким. Официальной статистики, подтверждающей это, само собой не имеется. Но предчувствие данной закономерности есть практически у каждого из нас. Хоть страшась смерти и ее обсуждения, мы и гоним от себя эти мысли, но наитивно мы ощущаем, что эта закономерность и правда существует. Чтобы убедиться в справедливости этого предчувствия, достаточно развитой наблюдательности. Если обратить внимание на истории людей, провести некоторое время на сайтах и в группах обществ скорбящих, как следует вдуматься в то, что они рассказывают, и обобщить их опыт со своим собственным, то мы убеждаемся в этом предположении. Но почему так происходит? Неужели и правда на Земле все настолько ужасно и несправедливо? Неужели действительно Господь Бог, наш Творец, настолько жесток, что, видя успехи человека в продвижении по линии любви, добра и справедливости, посылает ему раннюю смерть? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо обратиться к другому нашему интуитивному предчувствию. Это предчувствие тоже знакомо каждому, и оно утверждает главенство любви, добра и света во Вселенной. Каким-то глубоким внутренним чувством мы знаем, что добро царствует над всем сущим. Именно поэтому все люди, за редким, крошечным исключением, воспринимают зло и жестокость с огорчением и болью, а добро с радостью и воодушевлением. Едва придя в этот мир несознательными младенцами, мы каким-то образом уже знаем, что такое добро и что такое зло. Добру мы улыбаемся и протягиваем к нему крохотные ручки, а от зла закрываемся и плачем. Это память нашей души, которую не способно заглушить никакое забвение, накинутое на нас на старте материального воплощения. А раз так, раз в основе нас, его детей, лежит этот базовый закон, значит и он, наш родитель, отец, породивший нас по образу и подобию своему, не может быть жестоким и мстительным. Следовательно, справедливо обратное. Здесь и сокрыта суть и ответ на вопрос, заданный в теме лекции. Хорошие люди рано уходят из жизни не потому, что кто-то наказывает их за доброту, а потому что они досрочно выполнили все задачи, поставленные на эту жизнь, на их текущее воплощение. Приведу пример. Допустим, душа одного молодого человека, подготавливаясь к воплощению, поставила себе цели научиться искренне прощать тех, кто причиняет ей боль и зло, и, безусловно, жертвовать собственным благополучием ради близких, то есть преодолевать эгоизм, ставить благо ближнего выше своего собственного блага, несмотря ни на какие страхи, желания и материальные фиксации. К 22 годам земной жизни она успешно прошла практическую проверку теоретических знаний в ситуациях, в которых эти цели реализовывались, и выяснилось, что она научилась и прощать, и жертвовать, и, безусловно, любить, и даже сверх того. Через полгода юный,
полный сил, энергии, радости и счастья человек, носитель этой души, внезапно заболевает онкологией и скоропостижно умирает. Трагедия и несправедливость, скажете вы. А по-моему, избавление, духовный рост и возвращение домой, как пел Виктор Цой, со щитом. И как многие из вас уже знают, герой этой приведенной мною в пример истории, мой самый родной человек и духовный соавтор Даниил, полностью с таким видением согласен. Более того, от себя добавлю, что даже покидая земной мир в невыносимых муках тяжелейшей болезни, его душа не осталась равнодушной и сосредоточенной исключительно на своих личных страстях, а свершила немыслимое. Создала условия для невероятного роста и развития своих остающихся жить родных, заложила условия для исцеления нас от горя и обеспечила созидание огромного, мощного потока знаний, добра, любви и утешения, которым ныне я имею честь поделиться с вами, дорогие друзья. Но разве не чудо? Конечно, чудо. А теперь спроецируйте этот мой пример на свои земные дела. Разве вы, поставив перед собой какую-либо цель и достигнув ее, продолжаете заниматься деятельностью по ее достижению? Изготовив пирог, вы убираете муку в шкаф, а не продолжаете месить тесто до наступления следующего утра, правильно же? Нет, вы заканчиваете и переходите к достижению другой цели и другой деятельности. Закончив один курс образования, вы переходите к следующему. Смерть только для остающихся выглядит чем-то страшным, ужасным, трагическим и отвратительным. Для того же, кто сам проходит через эту перемену, это завершение деятельности по достижению определенных целей, избавление от мук и страданий материального существования, освобождение души от цепей физического тела с его ограничениями, болезнями, неудобствами, дискомфортом и возвращение домой, в наш прекрасный, истинный мир духа, где нет зла, ненависти, несправедливости, зависти, войн и убийств. Пребывание в материи – это непростое испытание. Согласитесь, нет никакого смысла держать на земле человека, успешно сдавшего все экзамены этого университета по всем выбранным предметам. Зачетка заполнена пятерками. Какой смысл оставаться? Чтобы бессмысленно маяться и тратить время и прочие ресурсы зря? Разве не было бы очень странно, сдав все экзамены, снова возвращаться на курс предыдущий? Успешно справившись с учебной программой и не получив ни одной двойки, оставаться на второй год. Это было бы очень странно и нелогично. Нет, здесь все сделано. Все квесты закрыты. Можно уверенно переходить на следующий курс, к новым интересным предметам, знаниям, урокам и испытаниям. Злые, жестокие или малодушные люди живут до 100 лет не потому, что наш мир – это царство зла, и кто-то вознаграждает их за плохие поступки долголетием, а потому что им снова и снова предлагается пересдача ранее проваленных экзаменов. Они вновь и вновь приглашаются к новым испытаниям жизни, в которых могут проявить себя с лучшей стороны и закрыть поставленные перед собой цели перед тем, как вернуться домой, повысив свой уровень, а не просто слив время и силы в унитаз. Именно они в рамках текущей жизни и остаются на второй год снова и снова, и совершают новые попытки освоить учебную программу, пока земные годы продолжают мотать свой счетчик. Кому-то это удается. Мне, к примеру, пришлось дожить до 40 лет и потерять самого родного и близкого человека, чтобы осознать, что я делал не так, где был неправ, какие цели передо мной стояли, и вплотную подойти, наконец, к успешной сдаче определенных экзаменов. А кто-то доживает до 100 лет
И так и уходит на второй круг с пустой зачеткой, когда его биологическое тело уже просто не способно продолжить существование и помощь в достижении поставленных целей в силу действия законов физики этого уровня мироздания. Разумеется, и об этом излишне даже упоминать, не только плохие люди доживают до глубокой старости. Вполне возможно, что душа перед воплощением ставит перед собой какие-то задачи, с которыми не может быстро справиться не потому, что она жестока и озлоблена, а по иным причинам. Например, потому что задачи эти сложны и неочевидны. Наконец, она может намеренно запланировать себе долгую жизнь, согласовав этот план с высшим руководством и своим близким кругом родных духов, чтобы осуществить необходимую помощь уже в их развитии. Кто-то не справляется с земными задачами не потому, что он плохой человек, а просто потому, что чего-то недопонял или не осознал. Разумеется, могут быть и другие причины, возникшие случайно и намеренно запланированные. Вместе с тем, важно понимать, что и далеко не все плохие люди живут до 100 лет. Всегда нужно видеть финал любой истории, чтобы понять ее истинную суть. Мы часто видим, как откровенные негодяи, украв миллиард и пройдя по трупам своих врагов, вдруг поскальзываются на мокром полу и ломают себе шею, когда, казалось бы, все мечты исполнены и самое время наслаждаться плодами своих людоедских поступков, набивать бездонное брюхо, трахать молоденьких любовниц или любовников, меняя их каждый день, и вообще ни в чем не знать беды. Но нет. Никакие деньги не могут быть сильнее духовного мира и проистекающего оттуда Божьего промысла. Есть еще один важный и краеугольный момент. Средняя продолжительность жизни человеческого тела, составляющая 60-70 лет, разумеется, такова не просто так. Во Вселенной вообще нет ничего, что было бы лишено осознанного творческого замысла. Этого срока на самом деле более чем достаточно, чтобы успешно закрыть все поставленные на воплощение цели и радостно укатить в розовый закат, как Пол Уокер в «Форсаже 7». Исходя из этого, вы понимаете, что нет вообще никакого смысла панически страшиться смерти и гнаться за биологическим бессмертием. Ведь бессмертие у всех нас и так уже есть изначально. Проживая на нашем земном уровне Вселенной, на котором в силу его текущего состояния развития много зла и жестокости, может показаться, что несправедливость правит здесь бал, вокруг лишь мрак и безнадега, и нет никакой надежды на светлое будущее. Но если вы будете внимательно наблюдать за мирозданием, откажетесь от фиксации исключительно на материализме и получите знания, предлагаемые миром духа, станете воспринимать себя не как биологическое тело, но в первую очередь как величественную бессмертную душу, а также будете анализировать события на более длинной линейке времени, на более широком масштабе, то увидите, что на самом деле не существует никакой несправедливости. С этими знаниями все объясняется. Все, абсолютно все оказывается логично, стройно и справедливо. Смерть, которая кажется нам преждевременной, ужасной и трагичной, в реальности это комплекс великих достижений, с которым можно только поздравить его обладателя. Поэтому давайте порадуемся за наших ушедших на ту сторону родных и любимых, пожелаем им дальнейших успехов в их продвижении по пути света, отправим им всю нашу любовь и будем спокойно и радостно ожидать нашего воссоединения, которое приближается с каждой минутой. А пока оно приближается, вместо растраты наших ресурсов на горе, слезы и страдания, станем активно готовиться к нему, обнаруживая и выполняя свои собственные задачи, справляясь с целями и участвуя в общем, божественном деле наполнения Вселенной любовью, добром и светом. На этом и завершим сегодняшнюю лекцию и попрощаемся до следующей.
А в качестве домашнего задания попрошу вас почаще напоминать себе о том, что вы не просто тела из плоти и крови, мешки с костями, живущие в среднем 60-70 лет, но в первую очередь бессмертные, могущественные духовные создания, способные абсолютно на все, имеющие своей целью получить бесценный опыт и затем употребить его, чтобы сделать мир лучше, светлее и добрее. Именно это восприятие себя за рамками навязанного нам материального мышления и является самым главным ключом к прекрасной, деятельной, успешной, счастливой и радостной жизни до так называемой смерти, после нее, наяву и во сне, на любом отрезке вечности, в любом мире и в любом измерении.